Привет! Возможно, ты уже много всего пересмотрел про эти наушники, а быть может, ты сейчас слушаешь этот ролик именно в них. Но есть и маленькая доля вероятности, что ты впервые слышишь о Sabot E12 Ultra, как когда-то 4 месяца назад о них услышал и я. Кстати, можешь пока черкануть в комментарии, к какой категории ты себя относишь. На самом деле сейчас рынок беспроводных наушников настолько переполнен, что во всем этом многообразии можно легко запутаться. Но конкретно эти наушники из всей массы спутать будет довольно сложно, как по звучанию, так и по очень броскому внешнему виду. Ну что же, надеюсь, тебе стало интересно, ведь сегодня в ролике я тебе расскажу о Sabot E12 Ultra. Открывая заветную коробку с наушниками, тебе сразу как бы намекают, что ты сейчас прикоснешься к чему-то как минимум интересному, а как максимум очень качественному. Начиная с упаковки и заканчивая самим устройством, все выглядит очень круто. Если честно, за последнее время я уже даже не помню какие-то подобные ощущения. Наверное, нечто похожее я чувствовал, когда купил себе Honor FlyPods, но сегодня история не об этом. Итак, у нас имеется красочная инструкция из плотного картона, 6 пар сменных амбушюр, отдельно лежащий утопленный в поролоновую проставку зарядный кейс и пара наушников. Как говорится, четко, звонко и по красоте. И это только начало. Зарядный кейс прямоугольной формы со скругленными углами не выглядит громоздким, однако он не самый маленький из тех наушников, что были до этого у меня на обзорах. Как можно заметить, цвет я выбрал камуфляжный. Не знаю, лично мне понравилась именно такая расцветка под названием Amazon. Вообще по цветам там есть из чего выбрать, так что найдется вариант на любой вкус. Но конкретно камуфляжная серия радует тем, что покрытие в таком исполнении матовое, то есть собирать отпечатки пальцев будет намного меньше, и это гораздо практичнее с точки зрения повседневного использования. Сам по себе зарядный кредл не тяжелый, несмотря на то, что там установлен аккумулятор на 750 мАч, а также в нижнем торце встроен модуль беспроводной зарядки. Кстати, по беспроводу наушники заряжаются чуть больше 2 часов, по крайней мере с помощью моей станции, и что характерно, при этом кейс не греется как печка. Крышка кейса крепится на металлической петле с доводчиком и открывается мягко, с фиксацией в верхнем положении. При желании ее можно открыть одной рукой, а второй уже достать наушники. На задней стороне под петлей встроен Type-C разъем для зарядки по проводу, а аккурат над ним расположен индикатор заряда в виде 4 точек. Разумеется, провод для этих целей в комплекте также имеется. Как можно заметить, сами наушники имеют очень необычную форму. Если смотреть в профиль, то он напоминает запятую. Визуально они могут показаться громоздкими и отчасти, наверное, так и есть, но вот в отличие от тех же Heavy G1, в ушах они сидят комфортно и нигде не давят, даже при длительном использовании. А дело все в том, что звуковод здесь немного удлинен в сравнении с другими подобными наушниками, благодаря чему, подобрав амбушюры именно под себя из того изобилия, что есть в комплекте, можно выбрать необходимое положение наушника в ухе для комфортного использования. Кстати, я в своих обзорах частенько говорю, что в той или иной модели комплектные амбушюры мне не подошли, а вот здесь ситуация в корне противоположная. Мне подошли сразу 2 пары размера L, как с красным, так и с зеленым сердечником, но я все же остановился на зеленых, и вот почему. Дело в том, что с красными есть небольшая проблема. При извлечении наушника из уха амбушюр может остаться внутри. Происходит это от того, что звуковод на конце хоть и имеет стандартное крепление, но красный амбушюр надевается на него как-то неплотно. В любом случае, с зелеными амбушюрами никаких проблем со звуком также нет, так что лучше выбирать их, они-то точно никуда не денутся. Конец звуковода прикрыт металлической сеткой, под которой внутри наушника скрывается 10-мм динамический драйвер. Тут же у основания звуковода располагается и компенсаторное отверстие. На внешней стороне наушника в центре расположена круглая физическая кнопка управления функциями мультимедиа. Кому-то это может понравиться, а кому-то нет. Лично я не испытываю неприязни ни к сенсорному управлению, ни к физическому. Тем более, что тут кнопки нажимаются очень мягко. Нет такого ощущения, что при нажатии ты вдавливаешь наушник глубже в ухо, и оттого управлением с наушников именно хочется пользоваться. Все нажатия распределены по мере необходимости, ну по крайней мере для меня. Однократное нажатие по любому из наушников отвечает за плей-паузу, а также позволит ответить на входящий вызов или завершить разговор. Двойное нажатие в режиме воспроизведения переключает треки. Правый наушник вперед, левый перематывает в начало композиции или включает предыдущую. По тройному нажатию происходит управление громкостью. На правом наушнике это действие отвечает за увеличение, на левом за уменьшение. Если удерживать кнопку на 2 секунды на любом из наушников, то можно вызвать голосового ассистента Google, Алису или Siri в айфонах.
И вот это, на мой взгляд, отличное решение. Лично я голосовым ассистентом практически не пользуюсь, и когда его пихают вперемешку с управлением, то он так и норовит тебе чем-то помочь, хочешь ты того или нет. Рядом с кнопкой управления имеется небольшой световой индикатор состояния. Во время воспроизведения музыки он не активен, а работает только во время сопряжения, мигая поочередно красным и белым светом, а также горит красным во время зарядки от кейса. Микрофон в наушниках меня приятно удивил. Установлен он в самом низу в торце корпуса, что по всей видимости и повлияло на качество его звучания. Ну что ж, друзья, проверяем работу микрофонов в наушниках Sabat E12 Ultra. Погода сейчас стоит самая, что ни на есть подходящая, потому что в такую погоду как раз и не хочется доставать смартфон из кармана, а хочется просто ответить на звонок, нажав кнопку на наушниках. Вот таким образом звучат эти микрофоны. В общем, оставляю все на ваш суд. Надеюсь, что вам понравился звук. Мне, если честно, звук понравился. Я уже послушал предыдущую запись. В Sabat E12 Ultra установлен чип Qualcomm QCC3020, что говорит о доступности кодека aptX, помимо которого в арсенале есть еще AAC. Подключение к смартфону происходит по протоколу Bluetooth 5.0, причем несмотря на то, что наушники по факту работают в паре, к телефону подрубаются они отдельными устройствами. Плюсы всего этого действа заключаются в хорошей стабильности связи, а также в возможности работать отдельно друг от друга, если один из них убрать в кейс. Внутри одного наушника установлен аккумулятор на 50 мАч. И в теории зарядить их от кейса можно 7 полноценных раз. Учитывая, что время одного цикла зарядки от кейса составляет 1 час, то по автономности вырисовывается очень даже неплохая картина, ведь играют наушники на 80-90% громкости аж целых 6 часов. И поверь, такого уровня громкости хватит тебе с лихвой, запас тут просто колоссальный. Что же касается непосредственно самого звука, то на старте у меня были довольно смешанные чувства. Вначале, после распаковки, звук мне показался немного перегруженным, и в верхних частотах был такой песочный звенящий эффект, а бас при этом долбил как не в себя. Признаюсь, некоторое время я находился в недоумении с одним лишь немым вопросом: а за что же все так расхваливают эти наушники? Но по прошествии в общей сложности первых 10-15 часов проигрывания музыки звук кардинально поменялся, он стал более внятным и с отчетливым своеобразным рисунком. Мне, наверное, сложно будет сейчас это объяснить, но спустя время наушники как будто раскрылись на все 100% своих возможностей. Надевая их и запуская композицию, ты просто утопаешь в океане баса. Он здесь ненавязчивый и не бьет по перепонкам, он настолько глубокий, что мне даже сравнить его не с чем. Ничего подобного я в других наушниках не слышал. Причем он раскрывает низы даже в тех местах, где по сути их не ожидаешь услышать, заставляя по-новому воспринимать уже, казалось бы, знакомый для тебя какой-то трек. Высокие частоты также изменились, они перестали быть песочными и звучат отчетливо, что добавляет в трек деталей и некоторых акцентов. Середина здесь не просажена, она насыщенная и, если можно так выразиться, живая, но иногда в некоторых композициях бас на нее все же залезает. Тем не менее, вокал звучит просто великолепно. Разумеется, басовая линия в этих наушниках преобладает больше, и это, конечно, слышно. Глупо было бы это отрицать, поэтому о каком-то ровном звучании я бы говорить не стал. Наушники идеально воспроизводят электронную музыку, а вот для классики или же каких-то джазовых композиций я бы брать их не стал. Слишком большое количество баса, не свойственное подобным жанрам, может просто испортить впечатление от прослушивания. В общем, если ты любитель баса, то эти наушники ты точно полюбишь. Как я уже упоминал выше, по удобству наушники в ушах сидят уверенно и нигде не давят. Даже если надеть шапку, то дискомфорта они не доставляют. Единственное, при этом немного пропадает эффект полного примыкания внутри ушного канала, так как уши прижимаются шапкой к голове. Но на самом деле у меня так происходит со всеми наушниками подобного типа. Связь со смартфоном устойчивая как в метро, так и просто на улице. Разрывов соединения мной зафиксировано не было. По дальности работы сигнал спокойно пробивается через две стены. Что же касается онлайн просмотра роликов на YouTube, то на слух отставание звука определить сложно. Наушники работают четко, и в тестовом ролике видно, что если оно и есть, то очень минимальное. В PUBG Mobile задержка также небольшая, так что поиграть вполне реально. Ну и подводя некий итог, что могу сказать. Если честно, то мне сложно говорить о минусах данной модели, ведь как таковых я их здесь не обнаружил. Хороший качественный микрофон, отличное звучание и прекрасная автономность. Я и правда не помню сейчас, чтобы все это сочеталось в одной модели. Всегда чего-то да не хватает. Плюсом ко всему еще и беспроводная зарядка тут имеется. Конечно же, тот, кто ищет недостатки, тот всегда найдет до чего докопаться. Я такой цели никогда не преследовал, поэтому и минусов я здесь не нашел. Наверное, если брать что-то из последних экземпляров наушников, то мне очень запомнилось
запомнились разве что QC White 5. В них, конечно, нет такого крутого баса, и амбушюрки могут не всем подойти, но они определенно за свои деньги очень даже хороши. Отличные наушники на каждый день. И вот в моем списке, похоже, теперь появился еще один претендент на звание годных наушников. Это Sabat E12 Ultra. Так что если тебе важно, чтобы наушники выдавали как можно больше баса и есть возможность купить именно их, то я могу сказать однозначно, что ты не пожалеешь о своем выборе. Если ролик понравился или был полезным, то ставь лайк, а также подписывайся на мой канал, ведь впереди будет еще много всего интересного. А на сегодня это все. Спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Пока-пока.